Привет! Здесь можно просмотреть такие вопросы. Как высшие силы видят вашу ситуацию? То есть получить ключевые моменты того, что вам нужно было понять, а также ключевые моменты вашего будущего. Планы Вселенной на вас. Что именно важно, что ключевое, что важное. Я сделаю два расклада. Первый расклад будет, как высшие силы видят вашу ситуацию, и второй расклад, как из нее выйти, какие у Вселенной планы на вас. А разложу я карты иллюминатов, это никакие не оккультисты. Просто предупреждаю, дисклеймер, потому что это просто прояснить. Иллюминировать, на русский переводится, прояснить ситуацию. Эти карты проясняют, показывают то, чего не видно. Устраивайтесь так, чтобы вам ничего не мешало, и вы с пользой для себя провели время, как всегда на моих раскладах. Всю правду, которую я увижу, я четко вам передам. Очень важные карты, и я их раскладываю только тогда, когда вот именно что-то вообще непонятно у вас, и вы хотите четко понять, что происходит. Да? Ну а также мы из этой волшебной коробочки вымем сейчас то, что вам покажет путь. Это ключ, это ключ. Это то, что откроет дверь в будущее и покажет ключевые моменты прошлого и будущего, даст вам информацию, знания. Ведь ключ переводится как информация, знание, да? Так что именно через вот этот магический ключ вы будете сегодня получать информацию. А также я магический ключ сделаю разделителем экрана, потому что слева будет один расклад, а справа другой. И, как я уже загадала, будем смотреть, как высшие силы видят вашу ситуацию слева, а справа планы Вселенной на вас, кардинальные ключевые моменты. Так что будет все понятно, мои дорогие, будет все видно и понятно. Не пропустите ни одного ключевого момента. Иногда бывает, что мелочь, знаете, вот та мелочь, которая явилась краеугольным камнем, которую вы пропустили. Но здесь не пропустите, все большим планом. У меня всегда все карты видно, поснимают себя. Первая карта, вторая и третья. Я беру по 3, чтобы было яснее. 3 обычно это магическое, конечно, число. И я также сразу выложу карты, которые покажут, а чего действительно Вселенная хочет от вас. Какие ключевые моменты вашего будущего будут, да? Как все будет продвигаться относительно той ситуации, в которой вы себя нашли. Задавайте свои вопросы, мои дорогие. Задавайте вопросы картам, это очень важно. Так, 1, 2 и 3. Что действительно важно? О главном на сегодня, мои дорогие. Ключевые моменты – это о главном на сегодня. Да? Задавайте свои вопросы. Конечно, можно поставить на паузу, но вы свою ситуацию знаете наизусть. Так что можно просто продолжать смотреть. Будут всплывать факты, и вам будет даваться нужная информация. Итак, первая карта. Это очень хорошая карта вообще-то. Это 7 чаш в этом плане. Да. Она подробно объяснит, что иллюзия, а что и правда. Она откроет все. А вторая карта у нас здесь 4 меча. Или же это 4 пентаклей. 4 пентаклей, мои дорогие, да, 4 пентаклей. В этих картах иногда такие мелкие рисунки надо увидеть. 4 пентаклей, да. И еще одна карта 3 меча. Все-таки мечевая карта, она уже была, энергию дала мне, так что я уже поняла, что будет мечевая. Да, 3 меча, что-то вам сильно разбило сердце. Итак, ну вот здесь, может, дополнительную информацию вы получите относительно ситуации, в которой вы себя нашли, да? Что Вселенная хочет открыть, да? Как видят высшие силы вас вот в этой ситуации, в которой вы себя нашли. Ну, по 4 пентаклей вы хотели как лучше, получилось как всегда, да? Или тот человек, который хотел вам что-то продать, или вы хотели у него купить что-то. Это может быть, вы ожидали подарок или денег от родни, или же, например, на работе обещали повышение. То есть, ну, надежды вам дали. Вас обнадежил кто-то. Это может быть любимый человек, сказал, что приду, там, все разрулю, все сделаю, обнадежил вас. Кто-то вас обнадежил. Вот высшие силы видят, что вашей вины в этом нет. Кто-то вас обнадежил. Но 7 чаш показывает, что намерения это были, в общем-то, не такие и плохие. Чаша – это любовь. Те люди, которые вас обнадежили, они, в принципе, не совсем враги. Ну, некоторые из них, во всяком случае. Задействовано может быть нечетное число людей. 1, 3, 5 или 7 в этой ситуации, или в коллективе, или в семье.
И не все они, конечно, враги, не все они друзья, да, но по семерке чаш видно, что иллюзии какие-то вам навязали, какие-то моменты, обман, либо же, может быть, обнадежили, что вот будет все хорошо, сделай так и так, но не все получилось. Я бы сказала, 50-60% вообще пошло все не так, потому что тройка меча говорит о провале вашего плана, о том, что вы понадеялись, вы расслабились, вы доверились, можно сказать, кому-то, кто вас подвел, понимаете? Кто-то вас здорово подвел по тройке меча, кто-то вами воспользовался, вашим добрым сердцем, вашей доверчивостью, может быть, излишней. Но, может быть, и не излишней. Они все так повернули, они все так затуманили, они все так красиво вам описали, рассказали, что вы и доверились. А получилось что? Что деньги платили зря, может быть, даже товар не поставили. Или, может быть, вы устроились на эту работу, на зарплата еще меньше, чем на прошлой. Или у мужчины все идет не так. Может быть, мужчина заболел, кстати. Тройка меча, кто-то, может быть, заболел элементарно, да. И вы расстроились, потому что как же так? Вроде все вы старались сделать как нужно. Почему так вышло? Да? Но здесь я одно могу сказать, что высшие силы видят вашу ситуацию не так, как вы думаете, не провально. Ну, давайте я вам объясню, почему. Тройка меча – карта кровавая, жадная, злая, нервная, а может быть даже и обидная. Может быть, вас унизили или очень сильно вы пострадали от кого-то финансово или же эмоционально, да. Ну, а деньги – это одно, а нервы-то не восстановишь, да, они же портят здоровье. Но я хочу сказать, что высшие силы все-таки видят, что по четверке пентаклей все не так плохо, все еще можно вернуть. Ну, а по семерке чаш не все иллюзии были напрасные, нет. Нет, кое-кто, и пока у них были связаны руки, они не могли вам помочь. Но будут складываться обстоятельства так, и открываться будут новые обстоятельства, новая информация появится. И те люди, у которых были связаны руки, сейчас у них руки развяжутся и не смогут вам помочь. То есть высшие силы видят, что ситуация не полностью проиграна, и нет такой безысходности, которую вы сейчас имеете картинку эту в голове. Понимаете? Ну, вы, конечно, может, по свежим следам. Картинка сейчас у вас довольно печальная. Но высшие силы говорят, не все так плохо и не все еще потеряно. Да? По этим трем картам, да, это так, как высшие силы, мои дорогие, видят ситуацию. Это просто я вот передаю то, что вижу. Да? Тройка меча, это, да, обида, это обидно, горько и больно. Но это 3. Я нумерологию здесь использую. Деньги восстановятся, 4 пентаклей, то есть карта выше денежная. Ну, а карта любви, там эмоций, вообще 7. Ну да, там иллюзий может быть много, может добрая половина. Но хорошую половину вы еще восстановите потерянных сил, или убытки ваши будут возмещаться. Со временем убытки ваши будут возмещаться. Так видят, мои дорогие высшие силы, это. Так что вот, за что купила, за то продаю. Кстати, хочу опять сказать и напомнить, что я не делаю расклады за деньги. Если кто-то в каких-то социальных сетях что-то пытается втючить от моего имени, это мошенники. Я делаю только расклады для всех, вот так, и за деньги никогда деньги никакие не беру. Будьте уверены в этом. Ну и сейчас я буду переходить на правый расклад, который нам четко покажет планы Вселенной на вас. Какие ключевые моменты будущего откроют карты? Продолжаем смотреть, мои дорогие. И, конечно, можно продолжать спрашивать у Вселенной, потому что именно эти 3 карты покажут ключевые моменты будущего. У нас здесь карта справедливость. Вот как. Все начинается со старшего аркана, как я сказала, что по справедливости вы восстановитесь. Вы восстановите то, что было или украдено, или недодадено, или же обманом взятое у вас, да. Что еще у нас здесь? 4 меча. Ну, это, конечно, страхи ваши сейчас, они конечно, ну, как бы остаток ощущений, да, потому что вы на золотом ложе. У Райдер-Вейт это хорошая карта. Я сейчас объясню ее, пока по 3 проговорим. И это король Пентаклей, мои дорогие. Восстановление денежного потока, если кто-то спрашивал о финансах. Но я хочу начинать сначала, да, и справедливость именно восторжествует.
Вот те люди, которые вас обидели, и вернемся к левому раскладу, их может быть 3 или 3 разные ситуации. Эти ситуации могут быть и буквально вчера, или же недавно, или даже давно. Вот некоторые из вас переживают недавно то, что уже давно было, но по-другому немного. И вы попались как бы в те же сети, да? Я хочу сказать, что Верховная Жрица никогда зря не выходит. Она говорит, вернее, сказала Верховная Жрица, значит, она здесь подразумевается, мои дорогие. Я имела в виду справедливость, конечно, да. Но вы знаете, то, что сказал предсказатель, то и имеет место быть. Потому что мне карты выходят, они здесь водоворотом. Вот сейчас у меня энергия их вокруг меня. И энергия Верховной Жрицы есть в потоке. Понимаете, она, видимо, зашифрована тоже в карте справедливость. Потому что ведь это та же фигура, которая первый раз в старших арканах Таро появляется во 2-м старшем аркане Верховная Жрица. Та же фигура, она продолжает быть. Она продолжает красной нитью проходить все карты и появляется опять на 11-й карте. Вы скажете, почему 11-я? Ну, нумерологию включите, мои дорогие. 1 + 1 сколько будет? 2, да. И вот и вышла та резонация между Верховной Жрицей, картой номер 2, и картой справедливость номер 11. Ведь в нумерологии мы не учитываем число 11, хотя это и мастер-номер. Это мастер-номер. Так что мастер сейчас Всевышний работает, чтобы вам восполнили долг. Понимаете? Но 11 это сложное число, поэтому мы к единице добавляем 1 и получаем 2. И эта карта нас отводит назад к Верховной Жрице, очень четко и понятно, поэтому она и вышла здесь в духе у меня. У меня идет мороз по коже, как карты живо отвечают. Они просто живые свидетели вашего будущего успеха. Потому что не только вышла карта справедливость, но и намек на карту номер 2. 11 это и есть по нумерологии 2, Верховная Жрица. То есть по справедливости будет врагам, но они уже рикошет получают, они уже поняли, что не нужно было связываться с высшими силами. Да? Если я сейчас вижу 3-ю карту в мечевой масти, 3 меча, и карту справедливость, я понимаю, что колдуны будут наказаны. Кто колдовал, мешал вам жить, кто пробовал навредить, понимаете? И сейчас именно справедливость говорит о том, что все пойдет теперь как нужно. Вот справедливый закон природы, что посеял, то пожнешь. Закон бумеранга никто не отменял. Высшие силы имеют на вас огромные планы. Но кто-то из вас станет, может быть, начальницей, судьей, если вы в юриспруденции работаете, может быть, официальным лицом. Может быть, вы станете владелицей маленькой компании, где вы одна работаете, вам не нужны никакие сотрудники. Вот у меня никогда не было никаких помощников-сотрудников. У меня помощник – это мой хороший компьютер, хороший телефон. Но это из техники. А на самом деле мои помощники, вы знаете, это ангелы-хранители, это ангелы высшей силы и посланники. Это все помощники, которые вам нужны будут. У вас откроется, может быть, какая-то способность к интуиции, потому что справедливость – это об этом. И вы поймете, кто есть друг, а кто есть враг. И вот в эту мутную воду вы больше не вступите. Может, вас кто-то обманул, потому что компания оказалась, может быть, поддельная или же связана с каким-то криминалом, что-то там было нечисто. Вполне возможно, что-то у вашего любимого человека или у сына кто-то подклад сделал, опять же, кто-то нечист на руку или же связано с чем-то, с каким-то правонарушением. Были люди, которые пообещали, что да, там все честно, но оказалось, что были правонарушения там, понимаете? Потому что справедливость говорит, все будет по справедливости. А также справедливость – это карта кармы. Это когда наконец-то развязываются кармические узлы, и вы больше не боитесь никаких бумерангов, которые могут прилететь по наследству. Это когда очищается карма. А 2-я карта тоже говорит о планы высших сил на вас, Вселенной. И понимаете, 4 меча карта хорошая. У Райдер-Вейт, это основные карты, на основе которых все другие сделаны. Там вот эти 3 меча, которые свисают, это мысли. Почему мысли? Потому что они такие серые, без окраски. Понимаете? То есть это то, что было, а еще страх остался. А вот ложе ваше золотое, и там вот этот меч справедливости, который держит в руках
карта справедливость, потом вот это ложе ваше золотое. То есть да, вы выждали момент, вы подождали, все прояснилось. И знаете, если кто-то наговорил, вас оговорил, пустил черные сплетни, ведь нормальные люди понимают, что эти злые говорили четко о себе. Да, вы выждали, вы подождали, и время рассудило. Четверка меча – это время рассудит, и будет видно, кто есть кто. И вы выйдете отсюда победителем, потому что ваше дело правое, у вас золотой меч именно под вашим ложем. А вот эти 3 меча – это же те 3 меча из тройки меча. Те, которые окрашены кровью были по левому раскладу, теперь они превратились в иллюзию, фантом, в тот фантом, который растворяется в воздухе. И высшие силы говорят, не бойтесь больше этой тройки меча, потому что сейчас планы у Вселенной на вас самые золотые, а золотые планы – это планы на успех. Золото всегда второе в астрологии, вообще в эзотерике, да и в любой духовности. Вспомните царя Соломона и так далее. Или Будду Золотого, да. Золото – это метафора успеха, крепкого здоровья, силы, прилив сил. Это то, что дает Солнце в нашей Солнечной системе. Солнце дает прилив сил. Это то, что будет у вас. Вселенная имеет планы на вас, у вас будет прилив сил. И какие ключевые моменты именно показывает следующая карта. Пожалуй, самый главный ключевой момент. Здесь на самом деле их 3, но я уже 2 описала. Третий ключевой момент – это на вас, да, и ключевой момент – король Пентаклей. Это может быть вы с новой работой, наследство, деньги, приличные покупки, очень выгодные продажи. Все по делу, все по-честному. По-честному, потому что справедливость там есть. А также король Пентаклей может быть любимый человек, муж, сын, который наконец-то будет зарабатывать, будет приносить зарплату домой. Зарплата будет приличная. На эти деньги можно будет жить. На эти деньги можно будет жить, да еще и вольготно. Когда есть король Пентаклей, значит в доме всего хватает. Дом как полная чаша. Понимаете? Когда грех жаловаться. Вот это то, что будет у вас в будущем. Король Пентаклей – это, конечно, высокая карта. Это карта двора. И король – это тот, который располагает. А располагает чем? Указывает на масть. Король располагает ресурсом, располагает финансами. Но это вы и ваши близкие. Наконец-то вы будете располагать финансами. Может, это даже успешная покупка недвижимости здесь или успешное вложение денег. Да вы знаете, нам всем даже это все не главное. Главное, чтобы каждый день был приход зарплаты. И этой зарплаты хватало на все. И вот это то, о чем король Пентаклей есть. То есть планы у Вселенной на вас большие, планы денежные, планы справедливые и планы, что вам нужно поберечь свои нервы, отдохнуть. Четверка меча тоже об этом. Когда восстановить силы нужно, вы забываете об этом, вы все волнуетесь и волнуетесь. Начинайте восстанавливать силы. А высшие силы в этом вам помогут с удовольствием, потому что ждут, когда вы наконец сделаете баланс в своей жизни. Не только работа, не только забота о близких, но еще и полноценный отдых, на который вы совершенно заработали, и вы заслуживаете его. Так что прислушайтесь к тому, как вам открывает высшая сила ключевые моменты. И мотайте себе на ус, потому что здесь очень важно, очень интересно все сделано, да, как высшие силы все это повернули. Я вообще удивляюсь. Вначале мне показали разбитое сердце, эти кровавые 3 меча, а потом показали вот эти высушенные в воздухе никчемные, потерявшие силу мечи. А вы на золотом ложе. А у вас пентакли. А у вас, говорят, на золоте есть, на золоте спать. То есть я вижу финансы здесь. Там, где есть финансы, понимаете, там вот есть какое-то движение, какая-то движуха. Вот это то, что будет. И энергия, конечно. Все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Я в вас уверена. Шикарный расклад, мои дорогие. Давайте сейчас будем складывать карты с вами. И поприсутствуйте на сборе. Сбор всегда литургический, иногда показываю, иногда нет, не в этом дело. Но всегда карты советуют вам именно
то, что вам будет на пользу. И я рада, что смогла донести эти все советы. Я все честно всегда говорю, то, что передает мне Вселенная, как карты открываются, всю правду всегда показываю, стараюсь, как могу, детально все описать. Иногда то, что не сумела сказать вам, без слов карты, конечно, сообщают. Поэтому и показываю все, мои дорогие, крупным планом для вас. Ну вот такие ключевые моменты, мои дорогие. Приходите ко мне на новые, на старые видео, все всегда вам на пользу. А также самое главное, что вы с пользой проводите досуг, да? Когда вы можете планировать свое будущее, когда все проясняется, когда не остается никаких вопросов. Но если вопросы есть, всегда можно посмотреть другой расклад. Ключик мы отправляем с вами назад в коробочку, потому что он хорошо послужил, открыл всю правду, показал, да? Я знаю точно, что мы с вами еще увидимся. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада, где для вас здесь работаю и всегда держу двери моей студии открыты, чтобы вы пришли, получили советы, отдохнули. И это все очень полезно для вас. Ставьте лайк, если не трудно, потому что здесь вы получили важную информацию. Подписывайтесь. Подписка – это на помощь моих карт, никак не на человека. Так что полезно для вас. Будем видеться, мои дорогие. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Медвежьи обнимашки вам из медвежьей лесной страны, откуда я с удовольствием для вас работаю. Если кому нужны уроки, обращайтесь ко мне на сайт. Переход есть на сайт под каждым видео. Именно на моих каналах. Это мой официальный сайт. Только из моих каналов переводите, да? Да, и еще, ни расклады, ни чистки я за деньги не делаю. Меня нет в ТикТок, Фейсбук, Инстаграм, меня там нет. У меня есть Инстаграм для семьи, но расклады за деньги я никогда не делаю. Так что, знаете, и не ведитесь, пожалуйста, на мошенников. Я никогда не попрошу никакие мне деньги выслать, чтобы вы это знали наверняка, да. У меня можно часто увидеть меня в моем доме, я лица своего не скрываю. Я светлый маг. Если человек не показывает глаз, это, конечно, подозрительно. Я глаза свои показываю, ничего не скрываю. Можно найти много видео, даже с говорилками, где я там видна, и мой дом, и мой город, и так далее. Так что приходите на мои видео. Хорошо, конечно, дружить с консультантом. Кто не знает, я гомеопат, а также я профессиональный астролог, классический гомеопат, поэтому у меня есть огромный опыт работы с людьми. Когда я с людьми работала, уже много лет, я помогаю только подписчикам. Я свою энергию не делю между еще чем-то. То есть всю свою силу я вкладываю только для подписчиков. С тех пор, вот как начала работать на YouTube, и у меня появились подписчики, я увидела, есть люди, 100 тысяч человек и больше, которым я могу сделать бесплатные расклады, и отпала надобность в том, чтобы люди получали другие расклады, то есть платные, да, поэтому у меня все расклады безоплатные. Вот так, немножко поговорили в конце, надеюсь, что что-то прояснило этот разговор. И знаете, я вот говорилки делаю всегда в конце. И если кто-то там недоволен говорилкой, ну так она же в конце в самом была. Для тех, кто дружит со мной, кто пришел вот с миром, да, вот для них я рассказала о себе немного. Да, я не сразу говорила, что я Лена из Ванкувера, Канады, думала, ну люди могут что-то подумать, а теперь подумала, ну почему нет, это же то, откуда я, так что вот так вы меня можете и узнать, и запомнить. Так что да, Лена, Ванкувер, Канада, но самое лучшее место, где вы есть. Медвежьи обнимашки, мои дорогие, и до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.